Забрать у пенсионеров и отдать на войну. Такой бюджет подписывает Путин, с чем приехал новый глава ЕС в Киев и задержание российских журналистов. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные, интересные новости. Президент не собирается уходить. Очередной виток противостояния в Грузии. У госпожи Саломе Зурабишвили осталось 4 пятницы, и она не может к этому привыкнуть. Что ответил советник по нацбезопасности Белого дома на предложение передать ядерное оружие Украине? Чтобы они могли эффективно защищать себя и вести борьбу с Россией. И, конечно, белорусский Starlink. Как тебе такое, Илон Маск? Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия, говорит Путин, а выступать за эту идею, по его мнению, могут только безответственные люди, и дальше начал угрожать. Если страна, с которой мы, по сути, сейчас ведем боевые действия, становится ядерной державой, что нам делать? В этом случае мы будем принимать и использовать все, я хочу это подчеркнуть, именно все имеющиеся в распоряжении России средства поражения. Все. Мы этого не допустим. Мы будем следить за каждым шагом, что там происходит. Мы говорили об этом с вами в наших предыдущих выпусках Нехта Лайв. В конце ноября газета The New York Times сообщала, что некоторые западные чиновники предложили вернуть Украине ядерное оружие, от которого она отказалась после распада СССР. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан опроверг возможность передачи ядерного оружия Украине, подчеркнув, что США сосредоточены на предоставлении Киеву обычных вооружений для защиты от российской агрессии. Это не рассматривается, нет. То, что мы делаем, это наращивание различных обычных вооружений и возможностей в Украине, чтобы они могли эффективно защищать себя и вести борьбу с Россией, а не ядерный потенциал. То есть остается вопрос, откуда российская пропаганда берет эти истории и почему так усердно прокачивает ядерную истерию. Путин также подписал закон о российском бюджете на 2025 год, предусматривающий рекордные расходы на оборону. Доходы бюджета запланированы на уровне свыше 40 триллионов рублей, из которых 13,5 триллионов рублей, а это около 145 миллиардов долларов, направят на национальную оборону. Это составляет 32,5% всех расходов. Для сравнения, в 2024 году на эти цели выделяли немногим более 28% бюджета. Обе палаты российского парламента утвердили этот бюджетный план, но значительная часть его остается засекреченной. Почти треть расходов скрыта от общественности, что делает этот бюджет одним из самых закрытых в постсоветской истории России. Рост военных расходов наблюдается на фоне сокращения финансирования социальных программ, хотя правительство утверждает, что бюджет сбалансирован и направлен на поддержку военных операций, социальные нужды и технологическое развитие. Ожидается снижение дефицита до 0,5% ВВП, а государственный долг планируется удерживать ниже 20% в ближайшие 3 года. Но никто ведь не смотрит на эти все социальные программы, которые недополучат своих денег, они совсем не важны для российского бюджета. Евросоюз выделит Украине более 4 миллиардов евро макрофинансовой помощи. В Киев с первым официальным визитом прибыли председатель Европейского совета Антонио Кошта, верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас и комиссар по вопросам расширения Марта Кос. Они встретились с президентом Украины, и именно там прозвучало заявление о передаче средств. Главной темой обсуждений стало усиление военной помощи в стране. Зеленский давно настаивает на увеличении поставок оружия для борьбы с Россией, но пока ЕС не дает четкого ответа на его запросы. На фоне победы Дональда Трампа на выборах в США в ЕС растут опасения, что американская поддержка Украине может сократиться. И новый председатель Евросовета объяснил, как именно эти средства будут реализованы. Мы планируем ежемесячно предоставлять 1,5 миллиарда евро помощи в течение всего года. Эти деньги поступают из доходов от замороженных активов России и также могут быть использованы в военных целях.
Кроме выделения средств, такой визит носит не просто ритуальный характер, а должен послужить сигналом для Путина о том, что поддержка Украине не угасает. Поговорили об этом с экспертом в вопросах международной политики Олегом Лесным. Украина есть в центре внимания, и европейские лидеры демонстрируют то, что они готовы брать на себя ответственность за то, что происходит в Европе. Потому что Украина находится не где-нибудь на задворках, как там хочется Путину или там еще кому-то, да, тем же Орбаном, который рассказывает всякие небылицы. Это Европа, война в Европе, и сейчас ситуация складывается так, что, опять же таки, извините за тавтологию, Европа должна взять на себя ответственность на то, что происходит в ней. Потому что выборы в Соединенных Штатах немного напугали Европу, а я бы сказал, не напугали, а наоборот разбудили и заставили ее в хорошем смысле этого слова думать о себе. И я думаю, что этот сигнал считают и в Соединенных Штатах, потому что Трамп всегда говорил о том, что европейцы должны за свою безопасность платить и ратовать в большей мере, нежели ранее. Да? Но будем считать, что это, во-первых, очень хороший сигнал для Украины, взрослый сигнал для Европы и достаточно позитивный сигнал для Соединенных Штатов. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила, что останется на своем посту даже после истечения срока полномочий в декабре 2024-го, пока не будет избран новый легитимный парламент. Она подчеркнула, что нынешний парламент нелегитимен, и ее преемник должен быть выбран законно. «Я с вами и буду с вами, пока законно избранный парламент не изберет нового президента». Она планирует встретиться с представителями общественности и политических партий, чтобы вместе координировать протесты и подготовку к будущим выборам. Срок полномочий Зурабишвили заканчивается в декабре. У госпожи Саломе Зурабишвили осталось 4 пятницы, и она не может к этому привыкнуть. Я понимаю ее эмоциональное состояние, но, конечно, 29 декабря ей придется покинуть свою резиденцию и сдать это здание законно избранному президенту. Напоминаю, что Саломе Зурабишвили проиграла выборы 26 октября. Она боролась за радикальную оппозицию, чтобы победить на выборах 26 октября, и думала, что это гарантирует ей сохранение должности, но она очень сильно проиграла выборы 26 октября. Новый президент должен избираться коллегией из 300 депутатов, включая депутатов, представителей Абхазии, Аджарии и местных органов власти. Правящая партия «Грузинская мечта» выдвинула кандидатом бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. А мы спросили у эксперта в международной политике о том, как можно воспринимать такое решение президента Грузии не уходить со своего поста. Есть обращение в Конституционный суд Грузии и от президента, и от представителей оппозиции, и по идее, пока не принято решение или отказ, или не принято решение, парламент не имеет права, насколько я понимаю, собираться. Я уже не говорю о том, чтобы принимать какие-то решения. И это напоминает наш Майдан украинский, когда общество сказало: нет, если вы не хотите в Европу, то это ваши проблемы. Страна хочет в Евросоюз, страна хочет быть европейским государством. И в результате народ победил. Где-то что-то очень похожее сейчас происходит в Грузии. Поэтому президент имея в виду Грузии, имеет полное право оставаться на своем посту, пока юридические нормы не будут соблюдены. И поэтому здесь все происходит, как по мне, в юридическом. То есть президент хочет зайти в юридическое поле и в нем оставаться, чтобы это все было легитимно. Протесты, вызванные отказом правительства от переговоров о вступлении в Евросоюз, продолжаются в Тбилиси и в других городах страны, включая Батуми, Кутаиси и Зугдидия. Оппозиция бойкотирует парламент, считая выборы сфальсифицированными. К декабрю 2024-го белорусская армия получит мобильный комплект связи, разработанный внутри страны и позиционируемый как аналог Starlink.
Об этом сообщил начальник связи Вооруженных сил Беларуси Вадим Романев в эфире телеканала «Беларусь-1». Комплект обеспечивает связь и удаленный доступ к интернету, а в декабре, к началу нового учебного года, в армии будет поставлен в войска. Насколько работоспособная будет вся эта штука, вопрос хороший, когда-нибудь узнаем. Журналист Алексей Пивоваров и его съемочная группа были задержаны полицией Узбекистана во время съемок для проекта «Редакция». По информации местного издания «Хук», журналистку, которого тоже задержали, правоохранители требуют доступ к их смартфонам, не объясняя причин задержания. Пивоварова держат в отдельном кабинете. Ранее, 28 ноября, Пивоваров сообщил в своем телеграм-канале о начале съемок выпуска об Узбекистане. На данный момент официальные комментарии от узбекских властей отсутствуют. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.